А вы закрываете глаза, слушая аромат? Для некоторых это единственный способ познать мир вокруг. Pure Sense — это первый в мире бренд, в котором незрячие парфюмеры создают ароматы. В сердце этого проекта Саша, незрячий парфюмер, чье обоняние способно разгадать самые тонкие нюансы запахов. Он — живое доказательство того, что ограничения могут стать ключом к раскрытию невероятных талантов. В России количество незрячих и слабовидящих превышает 210 тысяч человек. Среди них всего 2% людей имеют работу, хотя более 80% получают высшее образование. Саш, а почему ты выбрал именно парфюмерию? Ну, мне кажется, парфюмерия выбрала меня, потому что я когда-то давным-давным-давно начал ей увлекаться с детства. Мне дарили какие-то парфюмы, я очень любил нюхать окружающие какие-то запахи. И мне все было интересно, как это устроено, почему это так, почему метро пахнет вот так, а трамваи вот так, а деревья вот так. Потом я увидел объявление о том, что есть такая лаборатория, куда ищутся незрячие парфюмеры, и что их готовы обучить, и что с ними готовы заниматься, рассказывать им про индустрию, и что-то такое потом замечательное разработать. Подал заявку, и я приехал, у нас было такое большое достаточно собеседование. В общем, в итоге выбрали троих, меня и двух девушек, Машу и Настю. И вот с тех пор парфюмерия в моей жизни не только как увлечение, но и как работа, как профессия, как то, что довольно серьезно изменило и меня, и мои какие-то мировоззренческие моменты. А какой, на твой взгляд, самый интересный заказ на парфюм ты делал? Мы ароматизировали выставку картин, и не одну. Мне было очень интересно показать через призму аромата именно специфику какой-то конкретной картины. Мы ароматизировали жилое пространство, мы ароматизировали некоторые другие выставки, мы ароматизировали рестораны. Мне очень нравится показывать атмосферу места или события через аромат. А именно побывать в этом месте, посмотреть, что и чем там пахнет, как это происходит, да, и потом прийти в лабораторию и создать нечто похожее. Или прочитать о картине, узнать, в каких условиях, в какое время она была нарисована, какие там есть нюансы, и эту картину, собственно говоря, отразить, опять же, в аромате. Проект Pure Sense родился в результате интеграции многолетней любви к парфюмерному искусству. Однажды Екатерина Зинченко, основательница проекта, зашла в парфюмерный магазин и заметила, что люди закрывают глаза, слушая аромат, что и натолкнуло ее на идею бренда. Персенс — это проект, который буквально вытащил меня из очень неприятных мыслей и очень неприятных чувств, потому что когда я пришел в Персенс, у меня был очень переломный такой момент в жизни, у меня случилось расставание, я ушел с работы, у меня просто покатилось все. Что могло покатиться, оно все покатилось. И меня очень выручило то, что я был здесь, и то, что я здесь сейчас, и меня выручила вот эта деятельность. Потому что, когда ты не отвлекаешься на какие-то мысли, создаешь что-то прекрасное, что-то интересное, чему-то учишься постоянно, у тебя нет времени на то, чтобы рефлексировать, самоедствовать, страдать. Очень большую роль во всем этом сыграли три аспекта. Первый аспект — это персонс. Второй аспект — это хорошая такая глубокая моральная поддержка моих родителей. И третий аспект — это очень большая помощь, эмоциональная, тоже моральная, от моих друзей. Если бы этого ничего не было, конечно, я не знаю, что бы со мной было. Вы в Pure Sense делаете духи состояния. Как ты находишь эти запахи? Как для тебя пахнет уверенность? Каждый запах для меня, в принципе, очевиден. Я понимаю, что определенная эмоция, определенное состояние пахнет именно вот так. Для меня уверенность ассоциируется с кедром, который много-много лет стоит на земле. Он очень
укоренен, он стоит здесь 100 лет, и еще 100 простоит, если человек не нарушит его покой. И он максимально стабилен. Это первое. Второе, для меня уверенность — это про постоянную какую-то деятельность. Чтобы быть уверенным в том, что у тебя хорошо будет завтра, надо что-то сделать сегодня. Моя жизнь, она так сложилась, всегда была связана с очень хорошими людьми, но всегда была связана с очень долгой работой. И здесь для меня иллюстрацией вот этой долгой работы стали минеральные аккорды, которые мы включили в данный парфюм. И здесь эта ассоциация может быть, например, с каменоломнями, где люди очень тяжело, долго работают, с горнодобывающей промышленностью, может быть, с мощью вот этих вот гор. Все это иллюстрация понимания того, что ты на своем месте, в свое время, там, где ты нужен, и там, где ты можешь что-то делать. Плюс ко всему, там есть такие некоторые бодрящие ноты, некоторые бодрящие моменты, которые могут человека немного мотивировать. То есть он с утра проснулся, нанес уверенность, и он понимает, что этот день можно прожить куда лучше, чем это могло бы быть. А вот есть какая-то азбука правильных фраз в мире духов? Вот художники пишут картины, они рисуют. А парфюмеры? А мы как музыканты. У нас есть ноты, у нас есть аккорды, у нас есть парфюмерный орган, вы его обязательно сегодня увидите. У нас есть мелодия аромата, да, и там композиция, и всякие другие штуки. И вот мы немножко музыканты. Это парфюмерный орган? Вот это орган, да. Вот это все парфюмерный орган. Как вы с этим парфюмерным органом работаете? Вот можно посмотреть, здесь все прямо по алфавиту выстроено. Это для того нужно, чтобы быстро находить. Некоторые, я вот читал, выстраивают по семействам, допустим, кому-то так больше нравятся разные полки под разные семейства, типа там фрукты выше, там, допустим, какие-то зеленые ниже, еще что-то еще ниже. То есть каждый вот по-разному строит. Ну, у нас вот такая, нас всегда так учили, что так надо выстраивать, мы всегда так выстраиваем. Вот я взял компонент, да? Вот я его беру. Прежде чем мне его использовать, мне надо его оценить. Мне надо понять, что оно такое, что он из себя представляет, подойдет ли он мне, да? Я открываю крышку. Вот, я открыл флакон. Я вдыхаю. Допустим, он мне подошел, да? Значит, чтобы убедиться, я еще наношу его на блоттер, потому что из флакона и из блоттера абсолютно разные эффекты. Наношу на блоттер. Потом, значит, берется пипетка специальная, отсюда достается, переливается в отдельную емкость, да, и столько, сколько нужно, соответственно. Вот, а если мы формулу еще предварительно собираем, то мы просто вот так на стол составляем нужные для формулы компоненты, и потом уже распределяем. Вот. У нас есть весы, на которых мы эти компоненты взвешиваем, чтобы у нас все это было точно, чтобы у нас не было там никаких ошибок тоже, чтобы все четко набиралось. Вот так это работает. Потом это переливается в отдельную колбу. В этой колбе уже парфюм дозревает. То есть мы всякий раз, когда мы создаем новую итерацию, мы знаем, что сегодняшняя ее версия будет отличаться от завтрашней. Условно говоря, вот мы сегодня создали, он всю ночь будет зреть, и завтра мы увидим, что примерно, в итоге получится. Потому что сегодня нам может даже, допустим, что-то нравиться, а завтра такой нюанс какой-то всплывет, потому что они все эти компоненты, поженятся, грубо говоря, да, соединятся вместе уже, смиксуются окончательно. И какой-нибудь такой нюанс выплывет, что мы поймем, что нам это не подходит, придется переделывать формулу. То есть вот хотя бы день-два надо, чтобы он немножечко пожил своей жизнью вот, в этой колбе, в которой он остается, вот эта формула. Слышишь, что говорю? Совсем да. Можно, да, можно. Главное, чтобы не заглушило. Чуть-чуть тоже. Угу. Каплю. Как ты думаешь, отличается ли твое восприятие мира от восприятия зрячих людей? Я думаю, что да.
определенно отличается, потому что у меня несколько другие анализаторы работают для того, чтобы этот самый мир воспринимать. Я обращаю внимание на какие-то другие вещи. Ну, то есть зрячие, например, люди абсолютно не слышат, что происходит вокруг них. Абсолютно не слышат. Я ехал из университета, рядом со мной сидела девушка, с другой стороны от меня сидело два парня, и они что-то такое между собой обсуждали, о том, что вот, ну, давай вот мы ее-то, собственно, с собой сейчас и заберем. Что уж они с ней хотели сделать, я не знаю. Хорошо, у нее ума хватило, я ей перед своей станцией сказал: вы, пожалуйста, сейчас выйдите со мной, мне нужна помощь. Вот, мы с ней вышли, я говорю: вы знаете, на самом деле мне никакая помощь не нужна, просто вот, понимаете ли, тут были такие ребята, мне показалось, что вам дальше будет с ними опасно ехать. Сейчас должна, как в этих, как в плохих сериалах, свадьба должна была после этого быть. То же самое с запахами. То есть бывает так, что ты идешь по улице, чувствуешь какой-то запах, ты понимаешь, что ты, скажем, идешь мимо пекарни. Зрячий, пока ему в нос буквально не ударит либо этот запах, либо он не упрется в эту вывеску, он не будет даже осознавать, что у него там пекарня, или что в этом ларьке с овощами и фруктами овощи, фрукты покупать не надо, или еще что-нибудь в этом духе. То есть у очень многих людей вот так. Ну, есть много таких нюансов, но это не значит, что у меня какие-то суперспособности, что я невероятно что-то умею. Это лишь значит, что просто я по-другому какие-то вещи воспринимаю. Сказать, что все слепые невероятно музыкальные, или у них чудесное обоняние, или они прекрасно слышат, нельзя ни при каких обстоятельствах. Как ты думаешь, почему важно давать шанс людям с особенностями? А я не думаю, что кому-то надо давать шанс. Если ты умеешь что-то, то ты работаешь. И если ты не умеешь чего-то, то ты можешь этому научиться. И если тебе предлагают научиться, надо учиться. Это не значит, что тебе дают шанс. Это просто тебе вот какая-то у тебя есть опция, какая-то возможность. Но непременно делать все только для людей с инвалидностью или везде их там ждать, привечать, принимать — это тупик. И инклюзия, если мы говорим про инклюзию, она должна быть в головах. А в головах она будет только тогда, когда люди перестанут шугаться, перестанут бояться, перестанут думать о том, что мы какие-то не такие, или что мы какие-то странные, или что еще что-то. Поэтому, когда мы говорим о том, что мир должен быть доступней, да, хорошо, когда каждый светофор звучит, хорошо, когда везде есть тактильная плитка, хорошо, когда есть какие-то звуковые маячки, когда в каждом автобусе объявляют остановки. Еще лучше, когда вместо этих маячков просто есть адекватное отношение, когда тебя считают человеком и оценивают твои возможности, твои особенности, а не то, что ты пришел с белой тростью или там с собакой-проводником. Это решается информированностью. И чем больше мы об этом говорим, чем больше мы показываем хороших примеров того, что человек с инвалидностью целен, адекватен, умен, успешен, тем больше мы даем возможности людям, которые пока с людьми с инвалидностью не работали, найти такого же классного человека с инвалидностью и поработать с ним. И сделать с ним что-то такое классное, интересное, долгосрочное, полезное и ему, и обществу. Поэтому шанс, это очень такое мелкое слово. Надо давать возможности. Надо давать такой какой-то ключ для старта. А воспользуется человек или нет, это уже другой момент. Шанс — это жалость. Не все с этим могут справиться. И не каждому дастся, и не каждый ухватится за это. Но кто ухватится, будет спасен. Как бы это не прозвучало по-проповедчески. Саш, а за что ты можешь себя сегодня похвалить? Я могу похвалить себя однозначно за то, что я там, где я есть. Что я делаю то, что мне нравится. Очень многие люди говорят: вот, у меня такая плохая работа, и такая плохая жизнь, и вообще мне так трудно жить, и я ничего не успеваю, и вот как бы мне все успеть, я, слава богу, все успеваю, у меня очень хорошая работа, меня окружают классные люди, я делаю классные вещи, и вот я могу похвалить себя за то, что я каким-то непостижимым образом всего этого добился, и что у меня все это есть, и вот это прям классно. Каким был бы аромат, который рассказывает о твоем пути и делает тебя тем, кто ты есть? Это confidence. Я уже создал такой аромат. Уверенность? Ну да.
В мире, где мы так полагаемся на зрение, Саша напоминает нам о важности других чувств и необходимости создания общества, открытого для всех. Он учит нас не только слышать ароматы и чувствовать текстуры, но и видеть сердцем возможности каждого человека. А вы? Готовы ли вы открыть глаза на мир, где каждый может реализовать свой потенциал, независимо от особенностей?